Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какие же крутые перемены вас ждут? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Трудяжечка, какой же вы трудяжечка, смотрите, снова вы выпадаете императором, который раз. Вы человек, который, знаете, который пережил ситуацию, с одной стороны, вот этот император в душе, он мертвый. Вот это я сейчас говорю, да, пусть это будет неприятно, уж простите, да, но это была ситуация, когда внутри, знаете, вот полный штиль, когда все выгорело, когда нет ни чувств, ни эмоций. С чем это связано? Давайте смотреть. Это новый жизненный этап, абсолютно новый жизненный этап, который вас... Это связано с отношениями, с любовью, который... Этот жизненный этап, который вас в какой-то мере мог даже уложить на больничную койку, да, вот некоторые могли попасть в больницу, могли сердечные приступы хватать, либо же были в шаге от этого, да, ну, то есть очень серьезно ударило по вашему здоровью вот эта вот ситуация, именно потеря, да, вот потеря, ну, это разрыв, развод, это понятно. Несмотря на то, что у вас есть финансовая стабильность, да, особенно вот после вашей потери, но эти деньги, они в принципе вас не радовали. Ну, либо же сейчас, вот если вы недавно разошлись, то они в принципе могут не радовать. У вас неплохие деньги есть, вы неплохо можете зарабатывать. Но, тем не менее, вот могут посещать мысли, а на кого их тратить, да, ну, сколько мне надо, ну, хорошо, это я купил, у меня вроде бы все есть, да, а для кого? Потому что вы человек, который привык жить, работать и дышать ради кого-то, ради чего-то. Кто-то это делал ради женщины, ради родителей, ради детей, да, а когда остаешься один на один сам с собой, здесь становится, ну, очень жутко на душе. Вот реально просто жутко. А как жить дальше? Да, вот такие вот негативные мысли. Работа на данный момент это ваша единственная отдушина, потому что, ну, женщин я не вижу, которая была бы ваша отдушина. Абсолютно не вижу. Причем еще, ребятушки, вот мы сейчас будем разбираться постепенно, да, каждую сферу отдельно посмотрим. Но забегая вперед, сразу скажу, у кого сейчас могут быть периоды безработицы, да, поскольку это общий расклад, мы помним, у вас ситуация кардинально изменится, причем в лучшую сторону. Сейчас будем смотреть более подробно. Поэтому, смотрите, здесь личная жизнь на паузе. Я не вижу женщины, которая могла бы вообще претендовать. Причем эта ситуация, которую вы пережили, я думаю, надолго отбила охоту от женщин. Несмотря на то, что, да, вот могут у вас такие легкие романчики у некоторых проигрываться, но это вообще ни о чем. Это абсолютно ни о чем, это на автомате, это такое, сегодня есть, завтра нет, это очень легкие отношения, даже отношениями это не назовешь. Это могут быть те же самые там девочки по вызову, знаете, вот как некоторые мужчины могут какую-то старую подружку, там старую знакомую свою, в телефоне подписывая служба спасения, там, да, 911. Ты набираешь эту службу, там, приезжай на часок ко мне, да, вот в таком плане. То есть это абсолютно ни о чем, это не отношения, это женщина, которая, ну, скорее такой... Временный спасательный круг, ну реально спасательный круг, по-другому я ее не назову. Смотрите, еще вы такой человек, вот я вам скажу, вот по жизни вы, ну уж слишком, вы такой то ли бескорыстный, то ли слишком человек, который... Ну вот вы позволяете по жизни садиться себе на шею. Вот несмотря на то, что вы выпадаете из расклада в расклад, да, императором, но я не могу вас слишком жестким назвать, ну никак не могу назвать. Вот вы император, это скорее ваша внешность, это ваша оболочка, это вот что-то такое внешнее, показное. Внутри вы абсолютно не такой человек. Внутри вы бываете, я вам скажу, даже в чем-то иногда беззащитный.
Я сейчас говорю такие моменты, которые, ну это реально, это ваша такая потайная дверка. Мы ее открываем, уж простите, немножко так приоткрываем. Ну, я знаю, что мужчины не любят свою слабость показывать, ну просто я вот вас описываю как человека, да, и говорю, что не позволяйте по жизни слишком много садиться себе на шею. Вы вообще по жизни много тянете, вы позволяете многим, да, вас использовать. Причем вы прекрасно понимаете, вот здесь и сейчас меня используют, да, вот в таком плане. Вы это все просчитываете, вы это видите. Где-то вы махнули рукой, да ладно, да пусть уже помогу там, да. Где-то вы, ну вот реально, вы позволяете садиться на шею. Где-то вы можете взбрыкнуть. Вот когда особенно у вас нет настроения, когда вы понимаете, что ну, уже кто-то из вашего окружения ну, реально борзеет, да, и начинает как-то вами манипулировать, как-то использовать, там, либо же вашей добротой пользоваться, да, здесь вы можете взбрыкнуть, вы можете отпор дать. Но это крайне редкие такие случаи, но по большинству случаев вот все равно вот не позволяйте окружающим садиться себе на шею. Точно так. Вот я вам скажу, что у вас проигрывается даже с женщинами вот по жизни. И неважно, одна у вас женщина была всю жизнь, либо же это несколько было отношений. Женщины вообще на раз-два вас просчитывают. Да, вы сильный, да, вы успешный, да, вы много чего можете. Но вот когда вы с женщинами, ну это ваша вообще слабинка. Вот любимая женщина это просто ваша слабинка, это ваше слабое место. А вот перед ней вы не можете быть таким вот жестким чересчур, да? С одной стороны, да, это хорошо, но как можно быть жестким с любимой женщиной? С другой стороны, они прекрасно видят, что когда вы влюбляетесь, то все, с вас можно веревки вить, не перевить. Вот вами крути, верти, как хочешь. Понимаете? Вот это, конечно, ну, я не знаю, это плюс ваш, минус, либо же и плюс, и минус одновременно, но здесь надо как-то дозировать, вот не позволять себе садиться на шею. Понятное дело, что когда любишь человека, хочется, конечно, на что-то закрыть глаза, где-то смолчать, да, где-то там ты понимаешь, что тебя используют, тебе садятся на шею, но ты не хочешь портить отношения, потому что ты любишь человека, да, ты не хочешь каких-то выяснений отношений, конфликтов. Поэтому вот, ну, не позволяйте. Вот я думаю, уже сейчас вы научены горьким опытом, и сейчас вы будете впредь в своих дальнейших отношениях, я думаю, вы немножко поменяете свою политику партии, вы будете немножко по-другому относиться и к женщинам, да и вообще взаимодействовать. Потому что, ну реально, вот эти вот ваши разбитые сердца, особенно если у некоторых из вас могли они несколько раз разбиваться, да, вот, то есть несколько разрывов, если было, вы же понимаете, что там уже, ну, сердце и клочья, сердце и душа в клочья просто. Там реально вот в клочья все. Там уже в душе, я не знаю, просто истерзанная рана. Это ужасные вещи, конечно, это тяжело все переживается, но делайте работу над ошибками. Я думаю, многие из вас уже сделали, в принципе. Но будем смотреть дальше. Давайте, что же за перемены будут в вашей жизни. Так, давайте сначала работу рассмотрим, да, блоками. Работа, здоровье, потом посмотрим любовь, морковь. Так, смотрите, опять же, помним, что общий расклад, да, попытаюсь разные ситуации ваши рассказать. У меня такое ощущение, что вы в ожидании какой-то денежки, вот именно какой-то денежной суммы. Это могут быть и зарплата, это может быть какое-то вознаграждение денежное, да, может быть там премия, либо же отпускные, да, вот, ну, что-то кто-то вам вот материальное должен. Это могут долг вам отдать, да, вот если вы кому-то одалживали деньги. Кому-то, может быть, наследство там от заморского дядюшки упадет на голову, такое тоже может быть. То есть, смотрите, пока вот я не вижу именно вот финансовых таких проблем в вашей жизни. Грозит вам поездочка по работе, грозит поездка.
Но это будет немного позже, это не в ближайшее время, ну, какая-то либо командировка, да, либо вот, я не знаю, там разные работы бывают, которые связаны с дорогами, с поездками. Но это будет такая, знаете, поездка вот два в одном. Это будет и романтик, и это будет вот вроде бы такая вот командировка. Здесь большая вероятность, что реально вот будет у вас, ну, довольно интересная такая командировка. Здесь женщина, которая, знаете, она войдет в вашу жизнь, но сначала вы будете ее рассматривать, ну так, чисто, знаете, вот развлекаловка, вот эти вот командировочные девочки, но она так сильно западет в вашу душу, вот очень сильно. То ли у вас будет такая, не знаю, там бурная безумная ночь, когда вот вы, ну реально потеряете голову. Вы ее начнете вот рассматривать именно уже женщину как для отношений. Поэтому смотрите, у кого будет командировка, может быть у вас вот и любовный роман, причем эта женщина, ну такая довольно неплохая, она мягкая, она... Давайте посмотрим еще так в двух словах, потому что у нас расклад не конкретно о женщине. Она, в принципе, смотрите, она с одной стороны добрячка, с другой стороны у нее есть характер. Характер, когда она может зубки показать, когда она может дать отпор, когда она, знаете, она вот прячет свою любовь вообще по жизни. Вот она, у нее был разрыв, развод в жизни. И после этого она не показывает. Она не показывает свои чувства, она очень осторожничает, но ей очень хочется новой любви. Поэтому смотрите, у вас по тузу кубков, у вас есть большой шанс вот даже начать, так сказать, отношения, даже вот во время вашей какой-то такой вроде бы деловой поездки. Женщина, причем такая, знаете, но она интересная, вот она красотка. Почему, может быть, вы и влюбитесь, что она и внешне хороша собой, там фигура, там все при ней, но в то же время вот, вот эти все страсти, да, то есть здесь и внешность, здесь и бурно проведенное время. Ну, то есть, смотрите, влюбиться можете. Хорошо, так, поездку мы посмотрели. Давайте-ка теперь посмотрим, вот если кто-то из вас, допустим, думает о смене работы, да, потому что сейчас разные такие моменты бывают в жизни. Удачно ли будет, вот если вы уйдете с работы? Смотрите, ребята, если кто-то хочет поменять работу, дерзайте, довольно неплохой период. Какое-то время, да, вы, может быть, будете экономить, пока будете искать другую работу, но в итоге вы найдете довольно неплохую работу, причем она будет вам нравиться, она будет вам по душе. Я не могу сказать, что вы будете там зарабатывать баснословные деньги, но тем не менее, я сейчас это говорю тем, кто хочет вот поменять работу, да, может быть там либо же у вас грядет сокращение, либо же невыносимые условия, либо же вообще зарплату вам урезали, да, и вы хотите вот, ну, подумываете, но пока не решаетесь перейти, ну, либо же уйти с этой работы. Поэтому, смотрите, довольно неплохой период и очень такой удачный. И как я вначале сказала, да, вот что, в принципе, у вас не будет такого затяжного периода, ну, безденежья, что ли, да, вот такого вот финансового глобального кризиса я не вижу. Так, далее. Давайте будем смотреть теперь по здоровью, да, может быть, кому-то интересно, что будет по здоровью в ближайшее время у вас. Смотрите, кто сейчас находится, может быть, на больничном, да, потому что может реально проигрываться, что либо же вы сейчас вот болеете, либо же вот когда, ну, в ближайшем времени может быть какая-то, ну, это и простуда, может быть, что угодно, да, у всех по-разному, что придется обращаться к врачу. Здесь будьте осторожны, потому что может врач попасться такой, ну, слишком хитромудрый, да, назовем его так культурно, может поставить диагноз, либо же неправильный, либо же это будет какой-то, ну, скажем, обманчивый диагноз. То есть он скажет то, чего нет. Он скажет, чтобы выкачать деньги. Он может назначить кучу анализов, там обследований, то и сё. Ну, знаете, как это обычно бывает.
То есть держите ухо востро, либо же к двум врачам, может быть, разным сходите, да, чтобы что один скажет послушать и что второй скажет послушать. Потому что, ну, реально здесь падает обман, и здесь большой попадос на деньги может выпасть. Вот попадос на деньги именно из-за вот этих вот врачебных манипуляций. Причем эти, видите, это такие разрушительные энергии идут, ну, которые чисто сманипулированные. Эти деньги можно было бы и не платить за лечение, либо же там за обследование. Знаете, как они любят назначать обследование, которое 300 лет не нужно. Ну, зато денежку вы заплатите. Либо же, как они говорят, да, что вот сходите вот такое-то лекарство, пойдите вот в ту конкретную аптеку и там купите. Ну, понятно, что здесь свои схемы, да, то есть здесь такие моменты, которые нужно очень и очень все просчитывать и держать ухо востро. Так, далее, что еще по здоровью? Смотрите, по здоровью, ребятушки, вот берегите себя, очень негативная карта падает, мне очень не нравится это. Смотрите, здесь и сердечно-сосудистая система, здесь могут обостриться мигрени, да, вот эти все головные боли. Здесь могут начаться, кстати, проблемы со зрением. Здесь могут проигрываться такие какие-то апатично-депрессивные состояния. Здесь психика может уезжать. Особенно это касается тех, у кого свежие разрывы, разводы. Ну, сюда можно отнести невроз, бессонницу, да, здесь, ну, вот реально вы сами видите, да, вот мечевые такие и по луне. Это реально могут вот на психику ударить, вот на психику бить. Кстати, еще это может быть, что некоторые из вас могут попасть под магическое воздействие, и как раз оно бьет по психике. Поэтому, опять же, будьте бдительны, лучше перестраховаться, да? Лучше перебдеть, чем недобдеть, как говорят. Поэтому лучше обратитесь к специалистам, да, пожалуйста, добро пожаловать, кому нужно диагностику сделать на наявность черной магии. Но здесь реально может быть и магическое воздействие, помимо психики. Далее, что еще у нас по здоровью? Спину берегите, поясницу, ноги, суставы, ну, то есть все, что двигается, да, суставы, руки, ноги, пальцы, там, да, вот позвоночник, такие вот моменты. Ну, то есть особо обратите внимание, да, вот на психику, на нервы, на сердечно-сосудистую систему и на суставы. Это такое вот, ну, самый такой костяк. Проблем может быть. Ну, у некоторых еще, да, зрение может ухудшиться, поэтому осторожничайте, берегите зрение. Это, конечно, очень важно. Ну и напоследок давайте-ка взглянем, какие же перемены будут в вашей личной жизни, да, и будут ли они, кого же вам пошлет судьба или не пошлет. Не надо пугаться, не думайте, что вам мужчину пошлют. Не надо, ребятушки, ух. А смотрите, да, вот казалось бы, если кто-то не знает, не понимает, да, можно подумать, что это любовь, да, с мужчиной. Ух ты, это вообще трэш. Не переживайте, это не любовь с мужчиной. Смотрите, у вас будет новая любовь, но вы будете всячески отвергать эти отношения. Вот поначалу как-то, то ли это будет у вас, ну, вот это вот депрессивное состояние, да, то есть знакомство произойдет, ну, не в очень такой хороший для вас момент. Потому что, вот как я сказала, это будет либо же, знаете, вот эти ваши болезненные ощущения, болезнь может быть, да, либо же это депрессивные настроения могут быть. Ну, как-то вот на тот момент знакомства вы не будете абсолютно расположены на романтику. Но тем не менее, все равно в вашей жизни вот падает новая любовь. Причем, давайте коротко я скажу, это более моложавая женщина. Блондиночка может проигрываться. Очень такая, ну она мне почему-то такая, знаете, легкая, невесомая, такая веселая. Вот она мне идет. Она очень даже в чем-то наивная, хорошенькая с собой. Она такая вот, ну, девочка-весна, хочется ее назвать. Да, она в чем-то наивная, но в чем-то она бывает и жестковатая. Вот у нее присутствует характер, я не могу сказать, что она прям, ну, размазня никакая. Нет, не в этом плане.
Это девочка, которая, ну, девочка, это я так называю, девочка, да, но она просто моложе вас, да, ну, пусть назовем это, ну, средний возраст такой, там, до 45, там, где-то так. С ней у вас может быть реальная такая, ну, любовь, причем, вы знаете, вот, несмотря на то, что вы поначалу как-то ее будете отвергать, обстоятельства вашей жизни так сложатся, что вы все равно будете вот как-то пересекаться. Это может быть ситуация, вот знаете, когда познакомился с человеком, да, ты не в духе, да, вот, ну, как-то не обратил внимания, пошел там своей дорогой, потом снова как-то вот вы пересекаетесь, да, хоть и в магазине одном, где угодно. То есть будут такие вот маневры судьбы, когда вы будете пересекаться, и здесь уже у вас такое настроение, может быть, будет получше, да, мысли получше, может быть, чувствовать себя будете реально получше, да, если на момент знакомства, допустим, болезнь у вас была, ну, либо же будет, то, конечно же, вам не до любви. А здесь вот как-то вот бодрячком-бодрячком, что вы сами даже начнете вот как-то проявлять к ней больше инициативы. То есть вы сами начнете ее рассматривать как такую, ну, свою будущую потенциальную женщину для отношений. Вы будете сами проявляться, причем вот вы как-то интуитивно будете чувствовать, что это она, что это ваша женщина, с которой, ну, можно именно отношения завести, а не именно вот романчик какой-то. Поэтому довольно неплохо. Вот, да, какой-то период вы будете сдерживаться, какой-то период вот вам будет не до женщин. Но вот сама судьба вас с ней сведет. Сама судьба, это будет ваша новая такая императрица, это будет новая муза в вашей жизни. Вот как бы вы себя не сдерживали, да, видите, но тем не менее, все равно, вот если суждено, да, появиться этой женщине в вашей жизни, ну все равно она появится. Хоть сдерживайте, хоть нет. Потому что пути Господни неисповедимы, и вам будут посылать ту женщину, которая вам предназначена. Довольно неплохая, довольно такая самодостаточная. Но в то же время какая-то вот, ну, такая наивная, вот моментами она такая, ну, как девчонка. Здесь могут даже какие-то моменты у нее быть в характере, знаете, вот она любительница даже подурачиться. Знаете, как бывает, когда в паре, особенно когда у двоих есть чувство юмора, можно вот реально подурачиться, как дети, поподкалывать ну, по-доброму друг друга, да, вот поприкалываться, почудить, пошутить, вот в таком плане. На самом деле это очень здорово, когда у женщины есть чувство юмора. Ну и когда, конечно, у мужчины есть, а у женщины нет чувства юмора, то это уже печалька. Здесь уже начинаются обижульки, здесь уже слюни, сопли, она чувства юмора не имеет, она на шутки обижается. Ну, с такой тяжеловато женщиной, и могут даже распадаться отношения, потому что она постоянно обижается, да, вот такие женщины обижаются. Это нет, это все прекрасно с этой женщиной, у нее чувство юмора есть, поэтому любители подурачиться, дерзайте. Будете возвращаться в 20 лет свои, да, либо же в 17, когда можно оторваться, когда можно почудить, подурачиться. Да и в конце концов, дурачиться можно в любом возрасте. Ведь человек-то в душе остается прежним, вот правда ведь? У нас меняется только оболочка, а в душе все равно мы дети. Есть какая-то и наивность, и дурашливость эта вся, да, вот почему и я постоянно как-то, ну, стараюсь так вас и подбадривать, да, стараюсь как-то где-то поприкалываться, пощудить, да, ну, так жить интереснее, так веселее в конце концов. И вообще жизнь прекрасна, и настрой на позитив. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями и всем пока!